Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события произошли, какие движения по котировкам ожидаются, предполагаются сегодня в течение дня. Так, вышла статистика по Германии, объем экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. Они оказались негативные. Я предполагал, что такая ситуация будет. Исходя из динамики движения, прослеживается, что экономика Германии начала притормаживать. А если экономика Германии притормаживает, то, увы, дотации в остальные страны Европы, восточные страны, они будут снижаться, потому что у Германии не будет денежек для того, чтобы развивать европейское партнерство и поддерживать Евросоюз. Так, друзья, по Китаю позитивное открытие и закрытие недели рынков из-за роста потребительской активности. Но мне кажется, здесь что-то не так с этой потребительской активностью. Следующий индекс, возможно, покажет разочарование. Сегодня выходит статистика по рынку труда в Соединенных Штатах. И, соответственно, ожидание следующее. Только очень плохая статистика, достаточно негативная, будет способствовать тому, что в ноябре не начнут сокращать скупку активов. Но здесь на текущий момент все индикаторы, включая ВИКС, указывают на то, что до Нового года все должно быть хорошо. Постараются цунами сдвинуть. С газом очень интересная ситуация. Сейчас ищут виноватых в газовом кризисе в Европе. Но на самом деле объективные факторы создали этот кризис. И надо помнить, как, по-моему, 3 или 4 года назад Соединенные Штаты обещали Европе, что ее снабдят танкерным газом, сжиженным газом. Однако оказывается, что танкерного газа не хватает. Так, друзья, давайте посмотрим, что происходит на российском рынке. Сейчас производители удобрений показывают феерический рост. Здесь ситуация, она вполне тривиальна для того, чтобы энергетический кризис сократил производство удобрений. Дело в том, что азотные удобрения, они требуют много электроэнергии, потому что они производятся путем окисления азота воздуха. Соответственно, как только возникают перебои с поставкой энергии, электроэнергии, либо энергии, которая позволяет сжиганием прогревать реакторы, сразу сокращается производство удобрений. И мы с вами видим, что Акрон и Фосагро, они в последнее время одни из лидеров по росту. Но если брать акции Акрон, то, соответственно, получается цель движения, если сохранится ситуация с энергодефицитом, в районе 10 тысяч рублей за акцию. Акция достаточно специфическая, с учетом структуры акционерного капитала. Я бы в нее инвестировать в средний и долгий срок не стал бы. Но, тем не менее, здесь энергетический кризис в Европе может вывести и Акрон, и Фосагро на новые высоты, при условии того, что рынки не начнут складываться. Так, друзья, далее акции компании Петропавловск. Но здесь при текущих ценах на золоте и, соответственно, продолжение роста золота весьма вероятно. На следующей неделе по Петропавловску мы увидим движение наверх и тестирование на пробой 23-23,5. Если здесь возникает пробой, то, соответственно, отсюда цель движения по акциям этой компании находится в районе 27,5-28. На сегодня здесь абсолютно четко прослеживается импульс на движение вверх. Этот уровень будет выступать уровнем сопротивления, пробой которого приведет к дальнейшему росту наверх. Я предполагаю, на следующей неделе мы увидим тестирование этого уровня. И весьма вероятно будет пробой движения наверх. Сейчас, то, что касается текущей ситуации, есть у акций сильная поддержка, она находится в районе 20-19,5. Соответственно, если здесь нету пробоя, то по факту проторговки будет накопление энергии и разовьется движение к этому значению. Но если будет пробой 19,5, то тогда ничего хорошего по акциям этой компании не произойдет. Сценарий роста отменяется. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Давайте возьмем часовой таймфрейм. Соответственно, здесь сейчас идет поджатие к уровню 184 300.
Сегодня, возможно, будет попытка его пробить и сходить в район 185. Но я думаю, все-таки на закрытии торговой недели мы увидим тестирование 182 700, возможно, даже коррекционный откат в районе 181 тысячи. Но если ориентироваться на те сделки, которые сегодня происходят во фьючерсе на индекс РТС, здесь весьма вероятно все-таки будет пробой вот этого значения и, соответственно, движение на 185 500, может быть 186 тысяч. Но я думаю, под закрытие это все дело все-таки должны слить и зафиксировать прибыль по традиции. Так, друзья, вот открылась торговля индексом волатильности в США. Соответственно, ВИКС пытается от уровня 19,5 отбиться. И здесь ситуация следующая. Если сегодня мы увидим пробой 21, то, скорее всего, эта неделя завершится хорошим таким коррекционным откатом. Если вот этот уровень не будет пробит, то, соответственно, ВИКС остается вот в этом диапазоне 19-21. И в этой ситуации закрытие недели будет либо небольшая распродажа, либо вообще закроемся ростом. Так, друзья, далее природный газ, дневной таймфрейм. Смотрите, по газу пока что идет консолидация выше уровня 5,7. Соответственно, удержание вот этих позиций и закрытие выше 5,5, 5,6,5 текущей недели весьма вероятно приведет к тому, что на следующей неделе мы увидим продолжение газового ралли. Но здесь надо четко понимать, что вот это все движение – это уже выхлоп маржинальный. Да, есть перекос, до сих пор спрос превышает предложение по газу. И, соответственно, текущая ситуация, она так или иначе будет все равно оказывать давление по поддержкам цен на газ. Но когда идут маржинальные движения, эти маржинальные движения, они должны охлаждаться для того, чтобы был набор позиций и дальнейший рост, если остается перекос. Здесь пока ситуация не ясна, потому что уже очень большой был выхлоп. Тем не менее, удержание вот этих уровней 5,5, 5,6, чуть ниже 5,7, которые проходят, приведет к тому, что на следующей неделе у нас газовый ралли весьма вероятно продолжится. Так, друзья, далее Новатэк. Здесь ситуация интересная, потому что Новатэк подпридавили, и сейчас у него произошел коррекционный отскок. Соответственно, на сегодняшний день цель движения находится в районе 1980. Вот здесь вот. Соответственно, если возникает коррекционный откат с пробитием 1915-1910, то этого роста на сегодня не произойдет. Да, газ немножко хандрит, но дело в том, что когда газ рос, Новатэк не рос так бурно. Были другие идеи, и сейчас, видимо, его пытаются донабрать и под конец недели, чтобы он немножко отскочил. Так, друзья, далее ВТБ. Смотрите, по ВТБ сейчас локально на сегодняшний день ситуация следующая. У него вот здесь образовался новый уровень, который проходит 5,36. Соответственно, если этот уровень сегодня мы не пробиваем, то мы либо консолидируемся в этом диапазоне, либо у нас идет попытка тестирования вот этого значения 5,5. Так, далее Яндекс. По Яндексу ситуация интересная, она чем-то напоминает Новатэк, хотя Яндекс газом не торгует. Смотрите, вот сейчас здесь разворотная формация, соответственно, если мы в ближайшие часы не увидим пробитие 5630-5600, то весьма вероятно по Яндексу закрытие будет в районе 5740-5750. Возможно даже тестирование вот этой волшебной линии оранжевой. Так, друзья, далее Хантер, супер бумага, которая практически как крипта летает и почти каждый день. Но смотрите, здесь с моей точки зрения сейчас с ним что-либо делать достаточно рискованно. Надо дождаться, когда он все-таки просядет хотя бы в район 3700-3600, и тогда его можно смело со стопом набирать, потому что его гоняют. Возможно, здесь, кстати, будет пробой и улет в район 4500-4700. Но мне кажется, это достаточно сейчас рискованно, хотя здесь в целом тенденция созрела для пробоя предыдущего хая и движения наверх. Но ликвидность у бумаги не очень большая, поэтому с моей точки зрения лучше по ней дожидаться откатов и от этих откатов, соответственно, ее подбирать и потом продавать, когда она отрастает.
Так, друзья, далее Мечел. По Мечелу были вопросы. Но смотрите, Мечел сейчас должен собраться с силами. Соответственно, он силами собирается. Немножко вот он 150 попробивал. Но, с другой стороны, ключевое значение, которое у него проходит в районе 120-115, он даже туда и не ходил. Соответственно, такое положение дела, оно указывает на то, что весьма вероятно в ближайшие дни будет продолжение консолидации в этом диапазоне, и отсюда наиболее вероятный сценарий – выход наверх и тестирование 178-179. В случае пробоя улетает он наверх, ну и этот сценарий он не реализуется, если будет коррекционный откат и, соответственно, пробитие 124-120 вот этого диапазона. Если этот диапазон не будет пробит, все вот эти откаты, они будут приводить к тому, что Мечел будут тянуть наверх. Слишком много у него целей осталось наверху. Ну и тем более, чем ближе к зиме и чем холоднее она будет, тем, соответственно, будет влияние и на Мечел. Да, конек Мечела – это производство коксующегося угля для стали, но тем не менее все энергетические ресурсы между собой завязаны. Если возникает на что-то дефицит, начинает подтягивать и другое, то, что можно сжигать и получать энергию. Так, друзья, далее Роснефть. Ну, смотрите, да, Роснефть очень хорошо сходила, все, что надо, сделала. Теперь по Роснефти вопрос удержания уровня 630-620. Если здесь пробоя не будет, она идет дальше. Сначала цель движения 655, потом после пробоя 664 уход в космическое пространство. Если здесь все-таки возникает пробой 620, то, соответственно, весьма вероятно будет коррекционный откат, у которого цель движения будет тестирование 600-595. Так, друзья, далее доллар-рубль. Ну, смотрите, идет сейчас рост доллара против рубля. Ну, как же так, скажете вы? Нефть вроде бы дорогая, все хорошо, а доллар растет. Ну, во-первых, всю неделю доллар падал, и здесь просто должен быть какой-то отскок, это раз. Во-вторых, пошли новые интересные темы для разговоров про санкции, про вину «Газпрома» и так далее. Но понятное дело, что там, скорее всего, ничего нету. Ни к чему нельзя будет прикопаться. Но, тем не менее, сам факт таких разговоров и то, что есть иные обстоятельства, на которые это можно наложить и усилить, волей-неволей вызывает здесь движение по укреплению доллара к рублю. Если переходить на часовик, то удержание уровня 71.85, 71.8 в ближайшие часы приведет к тому, что закрытие сегодня будет, скорее всего, в районе 72.4, либо 72.78, вот здесь вот. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов и всего наилучшего. Счастливо!